Привет, это BBC и я, Ольга Ившина. Мы приехали в Грузию, чтобы понять, почему эта страна вновь оказалась на политическом распутье. После почти 20 лет движения навстречу Западу и Европе в Грузии вновь всерьез заговорили о возможном сближении с Москвой. По данным ЦИК, на этих парламентских выборах более 50% избирателей поддержали правящую с 2012 года партию «Грузинская мечта». Оппозиция снова в меньшинстве, но уже отказалась признать итоги голосования, называя их украденными. Результаты выборов уже раскололи страну. Почти 80% населения хотят вступления в Евросоюз, но больше всех голосов на выборах набрала партия, которую некоторые обвиняют в обслуживании интересов России. Как это возможно? Считаете, Грузия должна больше в сторону Европы, Запада двигаться или в сторону сближения с Россией? Мне кажется, в сторону сближения с Россией, потому что Россия — это наш сосед. И это просто, для меня это логично. Я не вижу смысла от этого как-то противиться с этим. Не вижу смысла. Вот. Ну, ведь война была в 2008 году. Да, но все же... Я думаю, что не стоит. Да, не смущает это меня. Я думаю, что в Европе мы никому не нужны, не сдались никому там. И уже Грузия разворачивает свою политику оттуда. Так что... Мне ближе европейский курс. А почему? Почему? Да. Это естественно. Тот человек, который знает историческое прошлое Грузии и его отношения с дружественными соседями, естественным образом у меня вызывает беспокойство наше будущее с теми же естественными соседями. Конечно, я выбираю Европу, потому что это для Грузии единственный путь развития. Это единственный путь для Грузии выжить физически, экономически, путь, который принесет возможность лучшего будущего для всех в стране. Я еще не решила, за кого буду голосовать, но я точно знаю, за кого не буду. Так что решу на месте. Про партию местная правящая партия, по-любому. За грузинскую мечту? Да. Почему? Только при нем у нас мир. По крайней мере, 12 лет, пока мир. Дай бог, чтобы так было и в будущем. Давайте разбираться. Главными соперниками на прошедших выборах были две силы. С одной стороны, это оппозиция. Она состоит в основном из маленьких партий и стремится к сближению с Западом. С другой – правящая партия «Грузинская мечта». И с ней все не так просто. На словах она тоже обещает вступление в Евросоюз. Видите, у нее даже европейские звезды на логотипе. А на деле некоторые действия партии уже привели к глубокому кризису в отношениях с Западом и некоторому сближению с Россией. Выбор прост. Мы либо выбираем правительство, которое служит нам, грузинскому народу, нашей родине и заботится о стране, либо мы выбираем иностранных агентов, которые будут работать на иностранцев. Это партия, чьи ценности совпадают с нашими. Мы хотим мира, мы хотим процветания и прогресса. И я не знаю другой партии, у которой ценности лучше. Я поддерживал грузинскую мечту со дня основания, потому что я жил при коммунистах, при Саакашвили и при Шеварднадзе. Все они были ни о чем. Вот поэтому я поддерживаю Бедзину Иванишвили. Я вам так скажу, да здравствует Бедзина Иванишвили. За месяц до дня голосования на улицах Тбилиси появились баннеры. На одной стороне были фото пострадавших от войны городов и зданий в Украине и надпись «Нет войне». А рядом отремонтированные здания в Грузии с избирательным номером правящей партии и лозунгом «Выбери мир». Вот так получилось, что некоторое время Иванишвили успешно притворялся более демократическим, более прозападным лидером, чем его предшественники. Георгий Бодридзе знает, как устроена власть в Грузии и изнутри, и снаружи. Более 20 лет он служил дипломатом, а последние 10 занимается стратегической аналитикой. Георгий, можно вас попросить рассказать о том, как грузинская мечта вела свою кампанию политическую, предвыборную в том числе, вот на чем они ее строили по городу
и по другим городам, и по Тбилиси, и по другим городам очень много этих плакатов, где они противоставляют картинки войны, в том числе нынешнего российского вторжения в Украину, и картинки, фотографии тех мест, которые были построены за время нахождения грузинской мечты у власти. Ну, они это не объясняют очень детально, но говорят, что, например, существует какая-то Всемирная партия войны, которая руководила прежним правительством и заставила их пойти на конфликт с Россией, и которая уговаривала их, партию Иванишвили, ввязаться в войну с Россией. Когда их спрашиваешь, а кто конкретно вам говорил открывать второй фронт против России, нет, они это сказать не могут. И вот если вы пройдете по городу, вы увидите, это некая рука, которая держит ошейники, и к этим ошейникам привязаны лидеры нашей оппозиции из разных партий. И это очень-очень четко вызывает во мне ассоциации с плакатами, с карикатурами 30-х годов, кукрыниксов, если вы про них слышали, и других еще даже в 60-х годах. Но это говорит о том, что партия власти находится в глубоком кризисе. И да, главный посыл, конечно, то, что если не выберете нас, будет война. А насколько вот эта политика, скажем, культивации страха работает? Насколько откликается население? Ну, конечно, люди во всех обществах, часть, которая тем более, не все обязаны быть экспертами в геополитике, да, и когда им говорят, что вот есть огромный риск войны, то многие просто боятся, это понятно. То есть работает, получается, эта тактика? Работает на некую часть общества. Да? Я лично сам не считаю, что Грузия не стоит перед какими-то рисками. У России очень четко выраженные интересы и планы. Она пытается воссоздать свой военный политический контроль над теми странами, которых она считает частью своей империи. Сферы влияния, как хотите так назвать. Да? И на этом этапе Россия занята Украиной. На все это грузинская мечта всегда отвечает, что они работают в интересах страны. Именно это правительство поведет Грузию по пути европейской интеграции. В 2030 году Грузия будет страной, прекрасно подготовленной к вступлению в Евросоюз. Именно в наших руках возможность сделать эту страну лучше, улучшить экономику, повысить социальный уровень наших граждан до европейских стандартов. Вот что мы можем сделать, и мы уже это делали на протяжении многих лет. А что предложила избирателям оппозиция? Это несколько партий, но объединиться в один блок на этих выборах было запрещено. Сказались и внутренние разногласия. Все вместе это, конечно, играло на руку правящей партии. В итоге символом противостояния грузинской мечте стала президент Грузии Саломе Зорубишвили. Она предложила оппозиции подписать документ «Грузинскую хартию». Несколько партий согласились и обещали в случае победы отменить законы, которые мешают европейской интеграции. Сегодня очень важный день. Я уверена, что этот день определит будущее Грузии. Будущее, для которого лично я вернулась в эту страну 22 года назад. Будущее, о котором молились мои родители-иммигранты. Будущее, о котором молится вся Грузия. Потому что сегодня будет победным днем для Грузии. Сегодня никто не проиграет, потому что победит народ. Как вы оцениваете действия оппозиции? Все-таки многих критикуют за то, что они не смогли объединиться, выступить единым фронтом, то, что у них нет какого-то единого кандидата, ну и в принципе за некую, в какой-то мере даже бездействие. Как вы оцениваете? Я согласен с этой критикой. Я считал, что и сейчас считаю, что
единственной причиной, почему возродилась надежда на то, что Иванишвили и его правительство можно, так сказать, отпустить на пенсию через выборы демократическим путем, эта надежда появилась только этой весной, когда по своей, я не знаю, недолговидности он решил опять провести вот этот закон об иноагентах, что очень серьезно рассердило особенно молодежь. До этого никаких причин думать, что Иванишвили не смог бы победить на этих выборах, у нас не было. В Грузии, как и во многих других странах, обстановка в столице и в регионах существенно отличается, поэтому мы решили поехать в Горийский район, чтобы увидеть, как голосуют на выборах там. В 2008 году в результате пятидневных боев поддержанные Москвой сепаратисты из Абхазии и Южной Осетии заявили о независимости. Грузия потеряла 20% территории страны, а около 20 тысяч человек стали вынужденными переселенцами. Почти 2000 из них живут здесь, в Цараване. Василий Гагидзе родился и вырос под Цхинвали. Наше будущее в сближении с Европой. Не хотим Россию здесь. Я лично не хочу, потому что русские такое сделали нам, грузинам, и лично мне, что я их не хочу тут видеть. Мой дом сравняли с землей, смели с лица земли. Ничего не осталось от наших домов. Российские войска там стоят. Я не могу сходить на могилу своего отца. Разве это не война? Для меня это до сих пор война. Дома в Цараване построили на скорую руку, чтобы разместить бежавших от войны людей. Но воду в поселке до сих пор дают только по часам. Я голосую за Европу, будущее моих детей. Никакой войны не будет. Разве будет война из-за того, что мы выберем Европу? Создается какая-то иллюзия, они пугают людей и заставляют людей жить в страхе. Ой, типа, если их не будет у власти, то будет война. Ни в коем случае. Европейское будущее на самом деле будет нашей защитой во всем и защитой будущего наших детей. Почти на всех участках Грузии внедрена электронная система подсчета голосов. Тем не менее, наблюдатели опасаются, что махинации все-таки возможны, и гораздо более высокая вероятность таких махинаций в регионах. Это кадры из Марнеули. Здесь зафиксировали сразу несколько нарушений, в том числе и избиение наблюдателей. На участке, где вброс бюллетеней был зафиксирован на видео, результаты отменили. Неспокойно было и в Тбилиси. Драка на одном из участков, нападение на офисы партий. Всего независимые наблюдатели зафиксировали более 200 нарушений. В МВД обещают расследовать все случаи. Наблюдатели из Transparency International Georgia считают, что электронная система голосования усложняет подтасовки на участках, но зато чаще используются более скрытые методы влияния на исход выборов. Мы все еще бедная страна, люди уязвимы финансово. Например, для кого-то включение в программу социального обеспечения может много изменить. Например, если у человека маленький бизнес, ему нужно что-то конкретное от государства. Государство скажет, мы тебе это дадим. Или у человека, например, забрали права за вождение в пьяном виде, и они вернут ему права. Да что угодно. Другая схема, о которой мы много слышали от источников, это так называемая аренда документов. К людям приходят и просят отдать на сутки свое удостоверение личности в обмен на денежное вознаграждение. В некоторых случаях по этим удостоверениям потом голосуют другие люди. В других просто фиксируется неявка. Это делают либо представители местных правоохранительных органов, либо местные власти. А в более редких случаях к этому бывают причастны местные преступные группировки. Магия этой схемы заключается в том, что в отличие от многих авторитарных стран, у нас все строится на подкупе. В очень редких случаях они обращаются к давлению и запугиванию. Так что же мы имеем на сегодняшний день?
По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» опережает оппозиционные на парламентских выборах. Но оппозиция эти данные не признала. Она обвинила ЦИК в провластной позиции. Коалиция считает, что суммарно выиграла выборы и обещает бороться за пересмотр итогов голосования. Нестабильность в регионе, конечно, не остается без внимания России. Но вопрос в том, захочет ли Москва только наблюдать за ситуацией. Иванишвили грузинскую мечту как механизм влияния не только на Грузию, но и на Южный Кавказ, который он считает, что он теряет из-за, можно сказать, окончания войны между Арменией и Азербайджаном. Армения разворачивается от России к Западу. Без прозападной Грузии, в случае Грузии, которая контролируется пророссийской властью, у Армении нет особых шансов изменить свою ситуацию и не оставаться в заложниках у России. А Азербайджан, сила Азербайджана, она основывается на ее на возможности иметь доступ неконтролируемой России к западным рынкам и к своему стратегическому союзнику Турции. Если в Грузии открыто устанавливается российская власть, то и у Армении, и у Азербайджана могут возникнуть серьезные проблемы. Последний вопрос, Георгий. Что нам ждать? Что будет дальше? У нас никогда не приживались диктаторы, никогда не было. У грузин более высокий уровень индивидуальности, я бы сказал. В общем, я не думаю, что грузинское общество примет диктатуру. Это раз. И второе, для диктатуры нужна экономическая база. Вот у кого-то есть нефть, у кого-то газ. У Беларуси есть индустриальный потенциал, аграрный потенциал огромный. А у Грузии нету ни одного, ни другого. Так что даже если Иванишвили попытается установить личную диктатуру, даже если с российской помощью, то нету той экономической базы, которая ему помогла бы удержаться на протяжении долгого времени. Так что я не верю, что в Грузии сможет установиться стабильная диктатура.